Друзья, привет! Сегодня я хочу рассказать одну из самых фундаментальных историй моей жизни. Историю, которая в моем списке историй занимает первое место, которая очень меня впечатлила. Когда мне был 21 год, я провела свое первое лето за границей. И это я сейчас твердый калач, а тогда все было в новинку, впервые, и я, честно сказать, волновалась. Меня пугали все эти поездки и казались мне чем-то таким неизвестным. Логистика была в то лето такая. Я должна была поехать в 2 волонтерских лагеря, причем из первого лагеря в Сербии напрямую лететь в лагерь во Франции. Я готовилась, я ответственно очень ко всему этому подошла, и в то время еще не было связи, как сейчас, не было у людей мобильного интернета, все было сложнее. Я заранее себе распечатала инструкцию, что делать. Волонтерские лагеря были в труднодоступных местах, и план был такой, что я из Белграда лечу в Тулузу, там я должна на вокзале купить билет на поезд в определенном направлении, и поезд, соответственно, естественно, до определенной станции. И, будучи в поезде, позвонить по номерам, которые мне дали. Мне дали 4 номера лидеров групп, организаторов, которые уже меня потом встретят. Я прилетела в Тулузу, купила билет. Багаж мой не прилетел, я подумала, что это может быть и хорошо, я буду налегке. Какой-то комплимент мне сразу кто-то сделал, я подумала, что это хороший знак. И вот я сажусь в поезд. Время было часов 7 вечера, то есть пока было светло, но уже было время к сумеркам. Я сажусь в поезд, смотрю в окно, прекрасные виды, небо закатное, поля какие-то. Я вся в предвкушении. Ехать где-то час. Я достаю свою заготовленную бумажку с 4 номерами и начинаю звонить. Таков и был план. Звоню по первому номеру. Глухо абсолютно. Полная тишина, такое ощущение, что номер вообще заблокирован. Я думаю, ну ладно, не беда, мне для этого дали 4 номера. Звоню по второму. Что-то похожее. Это какой-то вообще, может быть, стационарный номер, и никто не берет трубку, в принципе. Все, в общем, кажется очень глухо. Ничего, я не теряю надежду. Третий номер. Гудки, 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 гудки. Никакого ответа. Я уже начинаю немножко волноваться. 4 номер. Я звоню. Подходит девушка. Я тогда 3 года изучала в университете французский, и уровень у меня, конечно, был не фонтан. Я ей на своем ломаном, так сказать, французском объясняю, кто я. Она мне говорит, я поняла, кто вы, но я уже очень давно в этом проекте не работаю. Я уже вообще переехала, занимаюсь другими вещами. Помочь вам ничем не могу. Даже не могу вам дать другие контакты. Не могу вам помочь, до свидания. Я думаю, боже, я уже начинаю очень паниковать. Я думаю, что мне делать? Единственная зацепка – это вот один из мобильных номеров, где были гудки. Я звоню, 0, 0, 0, 0. Интернета у меня нет, ни у кого в вагоне интернета нет, времена другие. У меня сразу начинает включаться мое воображение, как всегда. Я думаю, а у меня с собой личные вещи и спальник. Я думаю, я сейчас выйду на своей станции, и даже если меня никто не встречает, а то вдруг встретят действительно, даже без моего звонка, то я просто кому-то постучусь, и тут разные опции. Либо я попрошу меня довезти, либо я спрошу вообще, куда мне идти, может быть, это рядом. Либо я на худой конец попрошу переночевать, потому что легче вопросы решать утром, чем вечером. Либо, я думаю, вообще мое воспаленное сознание идет дальше, я думаю, либо вообще просто во двор кому-нибудь зайду и в своем спальнике переночую. Вот такие мысли крутятся у меня в голове. И все это время я звоню, и все это время у меня уровень паники нарастает. Я подхожу к кондуктору, по вагону ходит кондуктор. Я подхожу к нему не столько с тем, чтобы он решил мою проблему, сколько вот инстинкт меня толкает поделиться с кем-то проблемой, кого-то еще вовлечь, чтобы кто-то еще знал о моем горе. Я ему, опять же, на моем ломаном французском объясняю свою ситуацию и говорю ему, где я должна сойти с поезда, и спрашиваю у него, что там за место. Он мне говорит, слушайте, это даже не станция, это какой-то полустанок, там никакой даже нет вокруг инфраструктуры, там нет таких домов, никто вам не поможет. Я вам советую, раз уж вас не встретили, ехать до следующего города, до города Кастер. Там это нормальный город, там есть гостиницы, там вы не потеряетесь. Мне его предложение вообще не нравится, потому что я понимаю, что если я сейчас не выйду там, где мне сказали, я тогда точно потеряюсь. Если я поеду по своей собственной инициативе куда-то еще, ну так и так все, так у меня даже не будет шанса найти свою группу.
Я думаю, господи, что мне делать, что мне делать? Время, вот мы уже скоро подъезжаем к моей станции, я судорожно думаю, уровень стресса зашкаливает. Мы подъезжаем к моей станции, где я должна была изначально выйти. Остановка буквально 1 минута. Я думаю, вот сейчас я, наверное, выгляну, а там стоит машина, и кто-нибудь с табличкой «Анастасия», и кто-нибудь мне машет «Анастасия», а поезд у нас маленький такой, локальный. Поезд останавливается, я выглядываю, 0, никаких машин, никаких людей, ничего, темнота, ничего обещающего. Я думаю, что мне делать, потому что в вагоне все-таки кондуктор, в вагоне все-таки люди, мне как-то там приятнее быть, чем просто одной, полная чернота, ни одного человека, и я в незнакомой стране, где я впервые в незнакомом городе. Пока я думала, эта минута прошла, двери закрываются, мы едем дальше. Я понимаю, что я не вышла на своей станции, хотя должна была. Я понимаю, что я еду непонятно куда, и я просто начинаю рыдать. Мне настолько страшно, я настолько себя чувствую потерянной, я просто начинаю рыдать. Ко мне подходит девушка с парнем. Парень такой огромный, темнокожий, татуированный, брутального вида мужчина. Девушка мне говорит по-английски с очень большим состраданием и участием. Что случилось, в чем проблема? Я ей опять же на моем французском ломаном объясняю. Она с тем же самым добром, участием мне говорит. Мы сами едем в Кастер, там нас встретит моя мама на машине. Держитесь с нами, и мы вас отведем хотя бы в гостиницу, то есть мы вас как-нибудь там сориентируем. У меня выбора нету в любом случае, поэтому я, конечно, соглашаюсь. Мы доезжаем до Кастро, выходим, кондуктор желает удачи, он тоже очень большое участие проявлял. Мы выходим, подходим к этой машине. Видно, что они приехали вот к этой женщине, давно не виделись, и у них бурная встреча, им тоже особо не до меня. Девушка рассказывает, как потом, выяснилось своей маме, о том, кто я вообще. И они говорят, мы тебя сейчас отвезем в гостиницу. Мы едем, у меня много мыслей, я думаю, кто эти люди, я их вижу первый раз. Этот темнокожий татуированный мужчина тоже у меня какие-то подозрения вызывает. Мы подъезжаем к гостинице какой-то, и там такая система, что нет ресепшена, нет никого, вообще на ресепшене людей нет, нужно кредитной картой заплатить, и после этого автоматически выдается какой-то то ли код, то ли ключ. Моя карта международная, нормальная, она не работает. Я пробую раз, два, три, невозможно провести оплату. Видимо, это какая-то судьба была. Они мне говорят, ладно, переночуешь у нас, а утром мы разберемся, утро вечером мудренее. У меня к этому моменту уже так голова раскалывается, меня так уже просто, я в каком-то полусне, меня так от этого перенапряжения уже мутит, что я уже не могу ничего решать. Я понимаю, что, вообще-то не очень хорошо, что я вот к незнакомым людям вот так вот еду, каким-то непонятным, но предпочитаю быть ведомой в этой ситуации. Мы приезжаем к ним, у них дом, они мне комнату выделяют. При этом в Москве происходит следующая параллельная история. Я должна была родителям сказать, что вот я приехала в свой лагерь, все хорошо. Я с ними не связалась. Видимо, из-за того, что я 500 раз звонила по разным номерам, у меня кончились деньги. Они мне тоже не могут дозвониться. В итоге, как они мне потом рассказывали, мама ночью бегала по району, искала автоматы, где можно было пополнить мой счет. Потому что, опять же, тогда все было гораздо сложнее. Нельзя было просто через интернет пополнить свой мобильный счет. Нужно было какие-то автоматы искать. В итоге все-таки она как-то пополнила, и мы вышли на связь. Они тоже в шоке, что я оказалась дома у каких-то непонятных людей. Все в шоке. Мы как-то ужинали, пришел брат, пришел какой-то двоюродный брат. Все как в полусне для меня. Голова раскалывается невыносимо. На следующее утро они позвонили в деревню, вот где я должна была быть, в которой никто не отвечал по номерам, по которым я до этого звонила. Связались с лидерами группы, потому что оказалось, что волонтерский лагерь располагается как раз в мэрии. Во Франции в каждой деревне есть своя мэрия. И они сказали, что они меня ждут, сказали точно, когда ехать. И эти люди, с которыми мы уже к тому моменту познакомились, Режина, женщина, и ее дети, Оливия, которая меня в поезде ко мне подошла, брат ее Симон, друг ее, они все вместе меня поехали провожать.
Все, мы приехали, я вижу свой лагерь, я вижу свою группу, облегчение. Они спрашивают, Режина и остальные, как вообще такая ситуация могла произойти, почему человек приезжает вообще в незнакомую страну, звонит по номерам, которые ему дали, никто не подходит, никто его не встречает. Вообще, как это могло произойти? Потом выяснилось, что, оказывается, там была какая-то смена координаторов, смена вообще всей структуры. Меня не включили в рассылку, и в итоге я была не в курсе, у меня была какая-то старая информация. А тоже я сама, опять же, не догадалась спросить о том, о чем я даже не догадывалась. Мне дали информацию, я и как бы ей исследовала. Все, мы попрощались, я была очень благодарна. Мы познакомились, соответственно, конечно, уже к этому времени. Режина, женщина, француженка, она еще в молодости усыновила, удочерила детей с острова Таити. И вот Оливия, которая ко мне подошла, и брат ее Симон, мы примерно все одного возраста, плюс-минус несколько лет, они, соответственно, вот эти вот усыновленные, удочеренные дети с Таити. Вот такая интересная история. Друг Оливии, этот вот брутально татуированный мужчина, он тоже из с какого-то острова Полинезия. Очень такой интересный у них микс. Вот, все, мы расстались, обменялись контактами, договорились быть на связи. Начался лагерь, начались рабочие будни, мы строили какой-то там фонтан. Я не могу сказать, что было плохо очень, но и не могу сказать, что было очень хорошо. Психологическая атмосфера была такая средняя. И я помню, что это была уже середина смены, грубо говоря, прошло дней 10. И я помню, я сидела вот в помещении мэрии, это было такое большое такое открытое помещение, open space такой. И я помню, я сидела вечером и хандрила. Я думала, что-то как-то здесь уныло. Я не знаю, я хочу уже домой, мне не нравится. Были какие-то такие элементы, которые добавляли такой негатив в нашу атмосферу, в наш коллектив. Плохо мне, я думаю, мне плохо. И тут я поднимаю глаза, и я вижу, что с противоположной стороны открывается дверь, и входят Режина, Оливия и Симон. Я их увидела в тот момент уныния. Это просто как какое-то чудо было. Я к ним просто побежала. Я к ним побежала, сломя голову, и осталась с ними обниматься. Мы погуляли, я показала, где я ночую и так далее. И они отпросили меня у лидера нашей группы, сказали, что они приедут в какой-то день и меня заберут к себе на целый день в Кастер. И меня отпустили, хотя у нас были, в принципе, такие рабочие, так сказать, часы. И вот они меня забрали, и мы провели какой-то божественный день вместе. Был какой-то бесконечный смех. Они тоже говорят, ну ты тоже представь, ты такая стоишь без багажа. Я приехала в волонтерский лагерь из России, багажа нет, какой-то спальник торчит. Кредитная карта не работает, какая-то странная девушка. И этот день, он был просто пропитан, пронизан любовью, теплом, добротой. И мы когда так говорили и договорились до того, что они моя французская семья, а я их русская дочь. И это так закрепилось за нами, что это моя французская семья. Потом даже я рассказывала своим родителям, и они тоже эту идею так очень тепло восприняли, и тоже мне до сих пор говорят: ну как там твоя французская семья? Ты свою французскую мать поздравила с Новым годом? Ой, как ты давно со своей французской матерью не общалась, как не стыдно. Ну, в общем, у нас такие шутки теперь даже внутри моей русской семьи ходят. И я помню, что тот день, опять же, он был просто каким-то волшебным. Это была какая-то концентрированная любовь, концентрированная какая-то семейственность, какое-то концентрированное принятие. Мне было, просто невероятно хорошо, невероятно хорошо. И потом они меня отвезли в лагерь, мы тепло прощались. Потом мы были на связи. Когда я через 2 года приехала учиться во Францию, они меня к себе приглашали на Рождество. Я познакомилась с их бабушкой, уже какие-то были новые витки отношений. И каждый раз все было пропитано смехом, любовью, чистым каким-то теплом. И я помню, даже тогда, после Рождества, от них сразу ехала к своей лучшей подруге, знакомиться с ее семьей. Я думала, сердце мое в Кастре. Я сидела в поезде, Режина, Оливия и Симон стояли на перроне, махали мне, провожали. Я думала, сердце мое остается здесь. Я не могу, я с ними, я не смогу. Как я смогу через 3 часа знакомиться с какими-то новыми, незнакомыми мне людьми? У меня не хватит просто сил, мое сердце здесь. И все наши встречи, они были, в общем-то, такими. Сейчас уже прошло много лет, мы по-прежнему на связи, многое изменилось, у Оливии уже свои дети. Но эта история, она в моем сердце навсегда. Это нечто для меня очень фундаментальное.
Эта история, она мне показала, что между всеми людьми мосты, между нами всеми нити, связи, мы все взаимосвязаны. И если даже ты оказался на другом конце земли, даже если ты оказался в каком-то переплете, даже если с тобой приключилась какая-то беда, ты не один, ты не один. Тебе помогут, будут какие-то люди вокруг, и вы все связаны. Между вами нити, канаты. Меня это очень впечатлило. Ты не один. И, конечно, Режина, Оливия, Симон, вы со мной навсегда. Это история, которая навсегда.